Просто инстаграмные виды. Всем привет! С вами Галя Карен, и сегодня я снова отправляюсь в путешествие. На этот раз решила посетить Грецию. Как ни странно, одна из тех стран, где я еще не была в Европе. Я решила в этот раз пока ничего не читать, посмотреть, как будут мои ощущения на месте, потому что об этой стране я слышу очень противоречивые отзывы. Кто-то говорит, что это исторически интересное место, кто-то говорит, что здесь присутствует бедность и разруха. Вот на месте я как раз и проверю. Но мне почему-то кажется, что это место с необыкновенно глубокой культурой. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, мне это очень важно для развития моего канала. Приходите на мои живые экскурсии в Барселоне и погнали! Отель, в котором я остановилась, оказался очень милым и очень симпатичным. Концепция экология. То есть со стороны он выглядел просто как многоэтажка, а оказалось, что в его дизайне используется экологически чистое дерево. Номер небольшой, но очень грамотно и очень экологично и удобно устроен. То есть вот такое вот здесь есть разделение, да, то есть очень компактно, и пространство использовано с умом. Выдали 2 сумочки. В сумочке лежат тапочки, а в другой водичка, кока-кола, сок. Ну, приятно. Это как типа welcome pack. Welcome drink, welcome pack. То есть такое приветствие от отеля. И есть небольшой тоже уголочек, где можно попить чай, кофе. Так как отель спа, предлагаются халаты для того, чтобы пойти в спа. Собственно, вешалки для одежды тоже соответствуют этой концепции. Экология. Оказалось, что в Афинах 2 Акрополя. Парфенон и один, находящийся близко у моря. Честно, не знала изначально. Вот здесь можно посмотреть, как задумывался Акрополь. И мы сейчас посмотрим, что осталось, да, что сохранилось. Акрополь – сердце древних Афин и символ рождения западной цивилизации. Здесь мифы встречаются с историей, а мрамор помнит богов. Мраморные ступени римского периода. И, кстати, чем желтее, на 2 века древнее. В 595 году до нашей эры на этой площадке родилась греческая демократия. Пропилеи, ворота, вход к храму. Потрясающий, конечно, исторический момент. Наверное, еще один после посещения терракотовой армии в Китае. Я стою около входа в сам Акрополь. Тот Акрополь, который мы видим сегодня, результат грандиозного строительства V века до нашей эры, эпохи Перикла. И его главный храм, Парфенон, стал символом гармонии, силы и красоты, воплощением идеальных пропорций Древней Греции. Глядя на эти мраморные колонны, мы прикасаемся к истокам европейской культуры, демократии и искусства, которые сформировали наш мир. Греки – великая цивилизация. Священная оливка, посвященная богине Афине. Но посажена на самом деле 120 лет назад греческой королевой. Греческая королева была родом из Петербурга. Это вход в храм, в Парфенон. Афиняне раньше знали, как родилась Афина. Родилась она из головы Зевса. И показано это было как раз вот в этом месте, да, около которого я стою. Интересна постройка храма. Для того, чтобы он одинаково казался с солнечной и теневой стороны, его немножко
изменили, где-то сделали объем колонн больше, где-то сделали наклон колонн, чтобы он смотрелся одинаково. За моей спиной находится древний Панатинаикский стадион, построенный в IV веке до нашей эры, построен из белого мрамора. Позже он был заброшен, но в 1896 году Пьер де Кубертен провел первые современные Олимпийские игры на этом стадионе. Таким образом, этот древний стадион все еще является действующим стадионом. Вид с холма Ликавитос. Здесь мы видим Акрополис, стадион, где я только что была. Потрясающий вид, конечно. Вот с этого холма фантастические виды открываются. Часовые у греческого парламента Эвзоны шагают так необычно не ради шоу. Их высокий шаг с поднятой ногой – это символ древней воинской традиции и силы. Тяжелые башмаки с гвоздями напоминают о горных партизанах, боровшихся за независимость Греции. Каждый шаг – дань памяти истории страны. Сейчас я нахожусь на главной торговой улице города Афины Эрму. Очень часто в своих видео я сравниваю один город с другим. И город Афины очень сильно оказался похожим на Стамбул. И эта улица сильно похожа на улицу Иссыкляль в Стамбуле. Здесь также находятся бутики местные и мирового уровня. И по внешнему виду на самом деле, да, очень похожи. Вот такой вот дорожный перекус. Кстати, в Греции очень вкусное кофе. Это все-таки кофейная страна. Попробую сейчас сырный пирог. И вот эта штучка, похожая просто на кусочек ржаного хлеба, это местные казинаки. Добавляют орешки, инжир. Я взяла с инжиром. Сейчас я нахожусь у знаменитого священного источника Аполлона, Кастальский источник. Здесь можно попить воды, загадать желание. 3 глотка – красота и здоровье, 6 – любовь, 9 – удача. Начну с красоты и здоровья. В ранней Греции до Зевса, до появления Зевса, существовал матриархат, то есть бронзовый период. И поэтому были найдены только женские статуэтки. Мужских не было представлено. Треножник и так называемый казан – это была очень важная часть древней культуры. Здесь готовилось мясо жертвенных животных, потом его съедали. И археологами было найдено очень много остатков треножников. Древнегреческие шлемы. Приношение подарок Аполлону. Вот он, самый знаменитый сфинкс Греции, который присутствует во всех учебниках по античному миру. Древние греки находились в очень хорошей физической форме. Спорт для них, как религия, это курасы из Аргоса, 600 век до нашей эры, характерные для того периода скульптуры, юноши и знаменитые обитатели всех учебников истории, античности и археологии. Сейчас передо мной единственный образец техники слоновая кость и золото. Больше в мире не найдено образцов. Это образец древнего бокальчика для вина. Они назывались килики. Немножко странной формы. То есть, мне кажется, из такого вот блюдечка не очень удобно, что называется, лакать вино. Ну, древним грекам это нравилось. Они делали это лежа. Они любили негу, релакс. Или, как сейчас говорят, они любили почилить. Вот на этих камнях увековечивались тексты песен, которые побеждали на конкурсах. Потому что древние греки знали, что в таком виде текст точно дойдет до потомков. А вот эту прекрасную вещь современным языком можно назвать как аромалампа. Бронзовая статуя возницы, которую
по какой-то причине не угнали римляне. Они все к себе забирали после того, как одержали победу. Эту статую спрятали. Это место в Дельфах называется Агора. Местечко, рыночная площадь с магазинчиками. Здесь можно было купить любой подарок Аполлону, если ты не озаботился этим заранее. И то, что сейчас хранится в музеях. Зацвело миндальное дерево. Вот первые цветочки можно увидеть. Это значит, что зима перевалила на свою вторую половину. Миндальное дерево зацветает первым. Вот он, пуп земли, который нашли в храме Аполлона. По легенде, муж и жена Рея и Кронос заводили детей, и Кронос их потом проглатывал. И шестого своего ребенка Зевса Рея не дала, а дала ему камень в пеленках. И потом он изрыгнул этот камень. А дельфийские котики – это отдельная тема. Очень громкие, очень настырные и очень милые. Вот она, сокровищница, которую построили афиняне, чтобы приносить дары Аполлону. За моей спиной шикарные дельфийские виды. Вообще, честно говоря, рай для хайкинга. Очень красиво. Очень красивое место. И сегодня прям сильно повезло с погодой. И вот остатки храма. Очень красиво. Безумно красивое место. Прям потрясающее. Потрясающая каменная кладка с острова Лесбос. 6 век до нашей эры. Представляете, сколько веков она уже простояла в целости и сохранности. И дай бог простоит и дальше. Благодаря этой кладке французские археологи нашли Дельфы. До этого здесь было поселение. Здесь жили люди. Пришлось людей выселять, переводить в другое место. Так родилось новое поселение Дельфы, современное. А здесь археологи нашли остатки старого города и храм-святилища Аполлона. Ну, вернее, его остатки. За моей спиной находится Платейский треножник. Ребят, об этом я вам рассказывала в своем ролике про Стамбул, но на самом деле оригинал находился здесь, в Древней Греции. Позже он ушел в Византию. Ссылку о моем ролике о Стамбуле вы найдете ниже в описании. Вот посмотрите, пожалуйста, так выглядит большая часть города. Что я имею в виду? Остатки древних построений можно увидеть практически везде. В любом месте Афин можно копать и найти старый город. На многих станциях метро так, да, нашли, огородили. Это выглядит как музей в метро. В нашем отеле то же самое. Около музея вот сейчас оставлена открытая часть с раскопками. То есть везде в Афинах можно найти остатки древнего города. Причем постройки 5-6 века нашей эры могут переплетаться с постройками 5 века до нашей эры. Все это соседствует рядом. Вот так выглядел Акрополь в 12 веке до нашей эры. Это преакрополь, 6 век до нашей эры, до разрушения Акрополя персами. Это то, как Акрополь выглядит сейчас, 5 век до нашей эры. Акрополь с 13 по 15 век. Очень интересно, что здесь в музее археологическом представлены макеты разных эпох. В полу музея можно увидеть редчайшую находку 5 век до нашей эры. Это находки из древних захоронений. Посмотрите, какое потрясающее качество. И как красиво. Потрясающей красоты, если честно, археологический музей в Афинах. Какая прелесть, какая прелесть. Вот эти маленькие баночки, это для духов. Элементы для ткацких первых станков. Считается, что богиня Афина научила афинян ткачеству. Олимпийские боги. В центре Зевс и Афина, а за ними Ника Победа. Скульптурные части темного цвета – это оригинал. То, что мы видим более белого цвета, это копия. Оригиналы хранятся где-то в других местах, как правило, в Британском музее. Вот этот вот большой кусок
скульптурной композиции хранится в Британском музее. Те места, которые пустые, не существует ни копий, ни оригиналов. Уже с течением времени их по каким-то причинам не существует. Но очень интересная реконструкция в этом музее. И сам по себе музей очень интересен. Каримский канал, который начали рыть в VI веке до нашей эры, продолжили в наши уже дни, в наше тысячелетие, соединяет Эгейское и Ионическое море. Передо мной циклопическая кладка. 13 век до нашей эры, возраст пирамиды Хеопса в Египте. И люди называют ее еще циклопической или на самом деле она мегалитическая. Циклопическая, ну, видимо, потому что камушек такого размера, что унести его может только циклоп. Царская купольная гробница, тоже 13 век до нашей эры. Археологический парк Микены. Представляете, 13 век до нашей эры. Считается, что Греция началась в 8 веке до нашей эры, но ученые выяснили, что в 13, даже в 15, а на Крите можно найти здание 17 века. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Очень интересная гробница. И внутри она построена без колонн. Как это было можно с точки зрения инженерии уже в это время, греки это знали, это потрясающе. Самое интересное, летом здесь не протолкнуться. И нет такого ощущения загадочности, мистики. Вот сейчас это ощущение есть. Сейчас январь. Вот сейчас я иду исследовать Акрополь Микен. Посмотрите, пожалуйста, вообще вот практически никого нет. Еще раз советую приезжать зимой в это время. Погода прекрасная, дожди не так часто идут. А в Греции туристы говорят, есть всегда, в любое время, в больших количествах. Посмотрите, друзья мои, здесь посуда 15 век до нашей эры. То, что я на днях видела в музее Акрополя и музее в Дельфах, это 5 век до нашей эры, а это аж 15. Просто качество потрясающее. Здесь, правда, большую часть склеили между собой черепочки, и получилась такая красота. А где-то есть и целые экземпляры. А вот сосуд на ножке для вина. Вот эти вот килики, блюдечки, над которыми я смеялась немножко, появились значительно позже. Вот. Я бы такой сосудик не отказалась иметь дома. А вот это потрясающая вещь тоже. Изображение богини Геи. 15 век до нашей эры. И змеи. Считалось, что люди произошли от змей. Утварь 15 век до нашей эры. Вот это вот сковородочка, похожая на казан для паэльи, и кувшинчик из бронзы. У древнейших греков было развито ювелирное искусство. Вот цариц хоронили в таких коронах. Это посмертная маска для царя. Ну, правда, это копия. Оригинал находится в музее Акрополя. У древних греков было развито ювелирное искусство. Посмотрите, пожалуйста. Потрясающие украшения микенского периода. Вот за моей спиной на витрине, кроме керамики, еще такая непонятного назначения штучка. Сначала я подумала, что это что-то с очками связанное, а потом оказалось, что это скребок. Мужчины, когда шли соревноваться, они натирались маслом и песком, а потом позже соскребали это все с себя. Я поинтересовалась, зачем это. Защита от солнца. Так что, друзья мои, если в какой-то момент у вас не окажется с собой солнцезащитного крема, но случайно окажется оливковое масло, намажьтесь оливковым маслом, натритесь песочком, будет еще лучше, будет работать как скраб. Потрясающая, это микенская письменность. А вот здесь, на этих черепочках, вели хозяйство, записывали какие-то хозяйственные вещи. Если честно, это прям исторический момент. Греки были большие путешественники, мореплаватели.
И вот, пожалуйста, факт, что они доплывали до Испании тоже. Я часто в своих лекциях рассказываю про влияние Римской империи, про ее участие в жизни Испании. Вот, пожалуйста, доказательства, что греки туда тоже доплывали. Иду смотреть львиные врата, и мне попался маленький лев. Издалека видно море. Немецкий архитектор Шлиман первый обнаружил город Микены, который был надолго забыт, засыпан. Он начал раскопки, они потом без него продолжились, но это именно то место, где было царское захоронение, и здесь он нашел микенское золото. Именно в этом месте. Я стою около львиных ворот. Посмотрите, но все равно туристов достаточно много, даже в это время года, потому что, конечно, потрясающее историческое место. Здесь находился тронный зал, и было принято решение о Троянской войне. Царь-победитель Агамемнон был отравлен примерно в этом месте своей женой и сожителем. Позже сын его отомстил за отца, и так родился прототип сюжета о принце Гамлете, шекспировский сюжет. Вот они, эти львы, без головы, правда, но тоже 13 век до нашей эры. И внизу местный лев лежит такой. Здесь они себя очень спокойно и вольготно чувствуют. В греческом городе Навплеоне сильно влияние венецианцев. Красота безумная. А город Навплеон, прекрасный мыс, прекрасная погода, вообще замечательное время, январь. Несколько крепостей, одна из них за моей спиной. Жаль, что сейчас закрыто для посещения, потому что в январе все достаточно рано закрывается. Просто инстаграмные виды. Очень рекомендую приехать сюда, посниматься на какой-нибудь фотосессии. Город был первой столицей молодого греческого государства после освобождения от османов. В течение 6 лет, да, это была первая столица с 1828 года по 1834 год. Очень симпатичный городочек. И вот сейчас именно такой период, когда город тихий. Вообще нет никаких событий, он немножко замер. Говорят, что он обычно не спит, гудит. Один праздник сменяется другим постоянно. Скоро начнется тема карнавалов, потом Пасха. Летом тоже много праздников. Ну, естественно, перед Рождеством. Вот в январе можно погулять спокойно, без шума. Недалеко от Афин, в 30 километрах, находится озеро-термальный источник Вульганимий. Сюда приезжают люди с проблемами с кожей, с гинекологией, с суставами. Здесь можно подлечиться. Озеро образовано в результате обрушения подземной пещеры. И в нем содержатся как соленые воды моря, так и пресные воды. В нашем понимании санатория нет здесь рядом, да, но сюда можно приехать как в спа-комплекс, заказать заранее место, поплавать. Плавать можно в любую погоду, потому что озеро достаточно теплая температура. То есть даже если на улице 10-15 градусов, вы вполне можете искупаться и поплавать. И еще это озеро очень красиво. Храм Посейдона на мысе Сунион возведен на самом краю отвесной скалы, высоко над Эгейским морем. Его колонны будто вырастают из камня, открывая бесконечный горизонт и путь кораблям. Черепашка тоже собралась в музей. За моей спиной находится храм Посейдона.
Дело в том, что Посейдон, по легенде, проиграл спор Афине, поэтому в Парфеноне, в Афинах на Акрополе находилась ее статуя. Храм был посвящен богине Афине. А чтобы не обидеть Посейдона, ему сделали тоже храм по размеру немножко поменьше, но для того, чтобы бог моря не обиделся. Море названо Эгейским в честь царя Эгея, который ждал своего сына Тезея, не дождался и погиб здесь. Хотя Тезей возвращался с Крита с победой, поэтому произошло недопонимание. На закате храм Посейдона превращается в силуэт между небом и морем. Это место напоминает о мощи стихии, древних мореплавателях и вечной связи Греции с водой. Когда я ехала в Грецию, у меня не было особенных ожиданий, но я осталась в восторге. Греки — великая цивилизация. Быстро пролетели мои 5 дней, проведенные в Греции. На самом деле здесь можно смотреть бесконечно, ездить, изучать. Это было мое первое касание с материковой Греции. Все мне здесь понравилось. Вкусно, красиво, прекрасные люди, отличная природа. Очень повезло с погодой. Но немножко есть вопросы к вину, потому что мое субъективное мнение, я считаю, что все-таки испанское, итальянское, французское вино лучше, да простят меня греки. Во всем остальном было все хорошо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментарии. Это важно для развития моего канала. И самое главное, приходите на мои живые экскурсии в Барселоне. С вами Галя Карен. Пока-пока.